Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. И в этом видео я предлагаю рассмотреть неизвестные факты про Антарктиду, потому что я хочу вам показать, кто ее действительно открыл и когда ее действительно забыли. Потому что цивилизации не развиваются по прямому пути, как нам это пытается навязать современная наука. Они развиваются по спирали или по волне, когда идет сначала развитие, потом идет деградация, а может даже глобальная катастрофа. И цивилизация откатывается на низкие уровни развития, теряет информацию и забывает даже про те континенты, которые есть на нашей Земле. На мой взгляд, то же самое произошло и с Антарктидой. И в этом видео я хочу вам показать, когда они вспомнили. И то, что она существовала и раньше, об этом все знали прекрасно. И предлагаю все эти факты рассмотреть и показать, что действительно в 17 веке произошла глобальная катастрофа, которая изменила мир прошлого. Ну и уже в 19 веке была снова открыта эта Антарктида, которая содержит массу вопросов, массу неизвестных фактов и еще даст массу интересной информации для исследователей в будущем. Но давайте приступим, так как Антарктида считается официально была открыта 16 января по новому стилю, 28 по старому 1820 года русской экспедиции. Опять тут же указывается, что ранее существование южного материка Terra Australis утверждалось гипотетически. На самом деле не гипотетически, на самом деле он был весь на картах, и Антарктида была на картах. Что и хочу вам показать. Мы просто с вами возьмем карты от нашего времени и пойдем дальше в глубину веков. И увидим, что прекрасно об этом все цивилизации предыдущие знали. И только в середине 17 века из-за глобальной катастрофы произошла утеря этих знаний. Поэтому предлагаю приступить. Потому что все вы знаете, что Антарктида это континент, расположенный на самом юге Земли. Что ее центр примерно совпадает с южным географическим полюсом. Площадь континента около 14 миллионов квадратных километров. Многие считают это место входом как раз в полость Земли. О чем у меня тоже есть все видео. Ссылки на материалы, как всегда, в описании. Переходите, знакомьтесь. Ну, приступим к картам. Вот перед вами карта. 1908 год. Как раз Южный полюс. Видно, что Антарктида уже как бы открыта. Есть множество уровней льдов разнообразных. То есть, они не всегда были такими. Ледяной покров часто менялся. Но уже известно о существовании как бы этого континента. 1885 год. Тут льдов еще больше мы видим. Ледяной покров больше. Но они уже знают, что существует как бы Антарктида. Да, есть еще один континент. Это не просто льды. Это стало известно. Опять же, вторая половина 19 века. Появляются более-менее подробные карты. Потому что ее хоть и открыли в 20 году. Ну вот перед вами карта 1840 год. И мы не видим никакого южного полюса. Мы видим только, что есть какие-то очертания возле соединения Южной Америки и Антарктиды. И все. Нет никаких подробных карт. То есть восстановление информации о существовании фактически еще одного континента произошло только во второй половине 19 века. То есть не так уж и давно. Но оказывается, до этого это человечество об этом тоже прекрасно знало. Просто мы берем те же карты и отслеживаем, что вот 1787 год, Лондон, опять же тот же Южный полюс, как бы вроде бы ничего нет, есть какие-то, вот видите, кто-то плавал, но ничего особо не нашел, разве что льды какие-то. Париж, 1787 год, опять же Южный полюс, ничего нет. Еще одна карта, 1785 год. Опять же, на Южном полюсе фактически ничего не присутствует. Даже лед не отмечен. То есть, мы видим, что идем вглубь веков, и нет никакой информации. Ну, как бы нет, потому что мы сейчас ее встретим. Вот это самые интересные факты, что, как мы видим, более-менее интересная информация полная появилась во второй половине 19 века. Здесь же мы спускаемся как бы в 18 век, вот 1739 год. И на Южном полюсе ничего нет. Ну, по крайней мере официально, на официальных картах 1714 год, все, Южный полюс свободен. Оксфорд, 1700 год, ничего на Южном полюсе нет.
И даже неизвестны все очертания Америки. Понимаете, какие чудеса. Даже городов-то особо нет. То же самое, вот вам, нет Дальнего Востока России, тоже непонятно, что там. Вот вам карта 1684 год. Ладно уже те индейцы-блондины. Не будем обращать на это внимание, они бородатые там. Обращаем, что нет Южного полюса. Опускаемся еще дальше, 1679 год. Уже начинаются какие-то чудеса. Уже начинаются какие-то гигантские просторы очерченные. То есть для того, чтобы это нарисовать, ну это ж нужно хотя бы проплыть рядом с этим ледяным покровом. А он гигантский, между прочим. Опять же, карта 1679 год. Как бы Южный полюс пуст. То есть ничего не знают. Но обратите внимание, тоже. И они не все части Америки даже знают. Но тут же противоречивая карта. Почему? Она карта как раз переходная. Обратите внимание, только в 1700 году они не знали все очертания Америки и Дальнего Востока России. Вот я красными стрелками все обозначил. А на карте 1663 года они все эти очертания еще помнят. То есть амнезии еще не было у них. У них как бы было все нормально. Амнезии они не страдали. Они знали карту всего мира. Правда, потеряли Южный полюс, как и Северный. То есть мы видим, что это карта как бы переходного периода. То есть только произошла катастрофа. И эта карта, выпущенная в Амстердаме, еще сохраняет очертания континентов. Но уже пропал Южный и Северный полюс. Уже как бы континенты Северной Америки и Дальнего Востока современной России как бы уже изменились. И мы это увидим на вот этой же карте. То есть опять же, что мы видим? Они забыли, а на самом деле они просто отобразили уже реальное положение дел. Они забыли северную часть Америки, дальний восток России, потому что это больше всего пострадавшие места. Они забыли северный и южный полюса, потому что все эти территории максимально пострадали от как раз глобальной катастрофы 17 века. У меня есть отдельные видео, где я рассматривал, что как раз Дария и стала, то есть Северный полюс, и стала причиной этой глобальной катастрофы. Ну, просто вам показываю карты, которые выстроены в ряд, чтобы вы убедились сами, что я ничего не придумаю. Я беру просто эти карты и показываю вам. А вы как бы рассуждаете, да или нет. Что мы видим? 1662 год. Нет Южного полюса, нет Северного полюса. Неизвестны опять стали почему-то очертания всей именно Северной Америки. Ну, и потеряли Дальний Восток России, как бы. 1650 год. Уже какие-то очертания есть, как бы льдов, но нет никакого именно Южного полюса. Он просто отсутствует. А потом происходит вот это. То, что происходит, я рассмотрел итоги в видео «Глобальная катастрофа 17 века», где нашел эту долину пирамид в России, где показал, как изменился не только лик всей Земли, как изменилась биосфера, куда пропали множество городов, которые мы называем античные, и на руинах которых множественные города стоят и сегодня. То есть это все около 20, может 30 видео, есть отдельный плейлист. Ссылки будут, как всегда, в описании под видео, где вы можете перейти и убедиться, что это не просто там одно видео, это изучение множества материалов показало, что в 17 веке мир кардинально изменился. И не к лучшему, он потерял большую часть той информации и той жизни, которая была до этого у него. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Синтезит. И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованиями известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей, среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом. Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген. Отличные препараты для профилактики проблем с суставами. Все эти продукты можно купить на сайте Синтезит или на маркетплейсах. И как раз одним из свидетельств, то есть вот этим неизвестным фактом, как раз стала Антарктида и место соединения Южной Америки как раз с Антарктидой. Вот Париж, 1651 год, и мы здесь уже видим опять же чудеса.
мы видим, что какой-то ледяной покров очень хорошо прорисован. Для того, чтобы это нарисовать, ну, это хотя бы рядом проплыть как бы надо. Или перенести из прошлых карт. Потому что опять 1638 год. И мы здесь видим, что Южная Америка подходит к каким-то вот очертаниям каких-то территорий, льдов. Или даже целых континентов, как Антарктида. Вот карта 1630 год, как раз накануне катастрофы. Да, не будем обращать внимание на гиганта вот этих вот нарисованных. То, что в Южной Америке живут бородатые белые люди, там античные города, это у меня тоже все рассмотрено. Белые индейцы Америки, античные города. Все ссылки будут на материалы в описании. Переходите в тот плейлист и увидите, что здесь написано Terra del Fuego. То есть есть какая-то земля, и она вплотную соединяется с Южной Америкой. Почему это важное место? Потому что транспорт прошлого — это корабли. Для того, чтобы вам узнать всю Америку, вам нужно ее обогнуть. Обогнуть, где вы ее можете? Ну, только возле Южного полюса. То есть вам нужен этот Магелланов пролив. То есть там и было основное судоходство. Поэтому открыть этот пролив было жизненно необходимо. Они его открыли и использовали. Но обратите внимание, тут был маленький пролив. А когда они его обогнули, вы посмотрите, тут нескончаемая цепь городов. Они просто идут нескончаемо. И в глубине континента. То есть сказать, что да вот мы там приплыли и за 100 лет это испанцы все настроили, это невозможно физически. Там даже по тем данным, которые мы есть, первый именно храм, они в первую очередь насаждали свою веру. Первый храм был официальный, такой капитальный, был построен только через 200 или 300 лет после начала колонизации Америки. Так что о строительстве новых античных городов и речи не шло. То есть это уже все было, это были античные города. И материалы я показал, античные города Америки, все ссылки в описании. И видно, что живет совершенно другая цивилизация, да, которую захватывают различными способами, в том числе и биологическим оружием. Опять же, карта 1600 год. Видите, только небольшой пролив, но очертания какой-то суши, реки он какие-то нарисованы. То есть есть суша, которая соединяет Южную Америку и Антарктиду, скажем так. Вот эта карта 1596 год. Опять же, есть только небольшой проливчик. Больше никак нельзя Америке обогнуть. И бегают гигантские индейцы, белобрысые, светловолосые. Здесь четко это видно. И стоят множество городов, которые мы бы назвали античными. То есть мир совершенно другой. А потом происходит вот это. А что это такое? Это именно промыв. То есть гигантские массы воды, которые шли с Тихого океана, а изначально они шли вообще с Северного полюса, им некуда деваться, они идут на сушу, поэтому, как видите, суша пострадала, это все как бы такая пустыня, залитая грязью. И когда вода находит возможности, она проходит и попадает, и промывает это соединение. Как вы видели на картах древности, оно было как бы впритык. Это промыв. То есть гигантским массам воды было некуда деваться, они просто это все промыли. Уничтожив, конечно, множество городов, погребли их под грязью и промыли это место. То есть место соединения Южной Америки и Антарктиды. Яркое свидетельство того, что катастрофа произошла в 17 веке. Вот этот промыв. То есть его размеры колоссальны. То есть общий размер примерно 2500 километров. То есть представьте, какая гигантская масса воды там была, чтобы это все промыть. То есть когда-то в интернете была статья, что как бы это место катастрофы 17 века. Да, это одно из мест катастрофы, но сюда ничего не упало, потому что нет как раз кратера гигантского, а это именно все промыло, потому что это идет по направлению движения Земли. Поэтому если есть вода и некуда деваться, она промыла все. Смотрите, какой был поток колоссальный. И вот вам как раз карта тектонических разломов. То есть это природные, как бы естественные в кавычках разломы. Из-за того, что Земля наша постоянно растет, есть определенные разломы. И поэтому они там и были. То есть там ничего не падало. Это одно из мест, которые гигантские массы воды просто промыли. Потому что им это по ходу вращения Земли. Им нужно было куда-то деваться. Они шли сверху. И вот они здесь промыли, уничтожили как раз все города с южной стороны. Потому что они фактически были тоже подгреблены под этой грязью, песком, глиной, которая несла эта вода.
Я изучал уже не одну катастрофу в прошлом Земли. Вот вам пример, как выглядит действительно место падения гигантского осколка. Это осколок луны Лели. Катастрофа более 100 тысяч лет назад. Все ссылки на материалы будут в описании. Там, где кратер 100 километров-то всего, трещина пошла на 3000 километров. То есть вот что значит: объект упал, объект сделал кратер и оставил гигантскую трещину в земной коре. Вторая не менее известная катастрофа, которую я рассмотрел, катастрофа с легендарной Атлантидой, которая погибла. Это место удара второго спутника Земли, легендарной Фаты. Обратите внимание, кратер примерно 700 километров длиной, 350 шириной. А вот эта трещинка, что как раз и утопила Атлантиду и сделала гигантский этот разрыв, более 5000 километров. То есть вот так вот выглядят удары объектов. Они оставляют кратер и, пожалуйста, вот такая трещина. То есть не заметить это невозможно. А то, что мы видели на предыдущих картах, как раз место соединения Антарктиды и Южной Америки, это именно промыв гигантскими массами воды. Но чудо-карта 1678 года. Почему чудо-карта? Обратите внимание, здесь показано как бы очертание этой континента, который здесь назван Австралиус, но полюс Антарктида, как бы соединение Америки и Антарктиды существует. И казалось бы, что это такое? Это перерисовка. Они просто еще перерисовывали карты, потому что катастрофа произошла примерно в 1940 году, глобальная, и нужно было карты обновлять, вот они обновили. Как бы, и больше этого уже не делали. Потому что если мы идем дальше, вглубь веков, то мы видим 1607 год. Они не страдают амнезией. У них все очертания Америки даны. Есть прекрасный гигантский континент, в том числе и льды там есть, да, но он известен, очертания его известны. Плюс известны все контуры Америки. Плюс известна Дария, которая стала причиной потопа в прошлом, а сейчас она возвращается, как бы поднимается снова. То есть все известно. А потом они стали страдать амнезией, потому что произошла глобальная катастрофа. Антверптен, 1598 год. Всемирная карта, континенты все известны, гигантское количество городов в Азии, в Америке Северной и Южной, которые уже были. Дария, присутствует очертания Южного полюса. Все на месте, пожалуйста. 1593 год. Есть и Дария, которая и стала причиной катастрофы прошлого. Есть и Южный полюс, и место соединения с Америкой прекрасно показано, потому что им некуда было деваться, им нужно было огибать Америку, и это было единственное место, Магелланов пролив. Там, где сейчас гигантское море, а раньше был всего лишь маленький проливчик. Но это существует, это карта, да, здесь показано все, пожалуйста. Очертания, они ж не придумали, карта Мюнстера Петри, 1588 год. Очертания всех континентов известны. Южный полюс известен, Дария известны. Потом, через 100 лет примерно, они будут страдать амнезией. Они это все забудут. Потеряют сотни городов, биосферу, гигантов и много-много чего еще. Технологии. И будут рассказывать нам различные бредни. Но мы опять же видим карты различные. Все ссылки на материалы в описании. Переходите, знакомьтесь. Сами можете убедиться, что они есть, существуют. А для тех, кто вам скажет, да эти карты там поддельные, нарисованы там в 19 веке, в 20-м. Если вы делаете подделку, а зачем вы туда размещаете континенты, которых нет в современном мире, ту же Дарию? А зачем вы города помещаете, которых нет сегодня, но при раскопках их можно найти, как я нашел и Эльдорадо, и легендарную долину пирамид. Ведь на старых картах она есть. Благодаря им и совмещению с новыми картами я и нахожу эти объекты. Я всего лишь беру старые карты. Ничего нового не делаю. И накладываю их на новые. И нахожу их на местности. Все. И те легендарные объекты, что там были, они есть и сегодня. Ну, по крайней мере, остатки. Часть, конечно, засыпана. Часть на остатках этих городов стоят новые города. Но факт остается фактом. И Дария снова поднимается. Поэтому все это можно найти, изучить и убедиться, что это все карты, действительно карты того времени, которые отображали реальную картину того мира и отображали реальную ситуацию. Они знали про Южный полюс, причем прекрасно. Обратите внимание, эта карта опять же Женева, 1587 год. Между
Южным полюсом Южной Америкой существует небольшой пролив, Магелланов пролив, потому что по-другому нельзя было просто обогнуть Америку и выйти с другой стороны-то. Основное средство передвижения — корабли. Гигантское количество городов, в первую очередь, со стороны Тихого океана. Почему? А потому что эта империя торговала с Тартарией. Это основной торговый путь, поэтому Тихий океан был лучше развит, и там больше было этих городов. Это я все показывал в предыдущих видео, переходите, смотрите. Самая лучшая карта — Монте Урбано, 1587 год. Там и Даария, там и легендарные города, там и легендарные, как бы мифические жители. Ну и самое интересное, показана Антарктида безо льда, с живыми существами. И она соединяется как бы с Южной Америкой, там небольшой только пролив, небольшой проливчик. То есть Антарктида, там нет льда. И есть какие-то живые существа. Вот что самое интересное. Попытайтесь это придумать, когда вы не знаете очертания этого континента. А они там есть. Перейдите, познакомьтесь. Все ссылки на материалы в описании. Опять же, карта мира 1572 год. Опять мы видим южный полюс очертания, очертания всех континентов, плюс еще и Даария, которая утонула, как бы привела к глобальному потопу. Антарктида на карте 1555 года. То есть опять все очертания есть, все известно, все прекрасно понятно. Есть небольшое соединение, которое назовут Магелланов пролив. Контуры Америки известны. Существует как бы полностью. Да, называется Антарктический круг или Австралия. Но контуры-то прекрасно известны. И это какой век? 16-й. Но никак не середина 19-го. Почему? Произошла утеря знаний. Произошла глобальная катастрофа, которую я рассмотрел, нашел и показал. И карта этому подтверждает. 1531 год. Все прекрасно показано. Обратите внимание, на Антарктиде нарисованы горы. Горы, то есть это уже не просто там лед, а как раз очертания континентов, суша. То есть и прекрасно мы видим весь Южный полюс. И Северный даже полюс. Очертания той суши, которой сейчас нет. То есть известны эти карты? Известны. Ну, понятно, что наука так называемых не использует. Еще более интересные карты, больше всем известны. В 1929 году в одном из древних константинопольских дворцов была обнаружена карта, которую датировали 1513 годом. При составлении карты указывалось, что использовалось 20 картографических источников. Перерез прямо указывает, что наиболее старая из использованных им карт населенного мира относится к эпохе Александра Македонского. Все бы ничего. Ну там очертания Америки и Антарктида безо льда. И наука говорит, что да, изучили, как бы мы эту картину получили только благодаря спутникам. То есть уже где-то в 20 веке стало понятно, как бы очертания континента безо льда. То, что есть у карты на перерейсе. Вот такие вот чудеса. Еще одно чудо-карта. Карту нарисовал Мо Йитонг в 1763 году. Но подпись же там гласит, что он срисовывал ее по оригиналу карты 1418 года. А это еще до открытия так называемой Америки европейцами. А именно по таким картам и плыл Колумб. Он уже имел эти карты, которые я показывал. Эту карту Америки еще и есть она и на Ближнем Востоке. И все это они брали у так называемых татаро-могол, которые были общей империей прошлого. И они владели этими знаниями. Эти карты существуют, и надо даже читать, откуда же они взялись. И там видно, опять же, Южный полюс, Северный полюс, те территории, которые известны нам сегодня, а на Северном полюсе то, что привело как раз к глобальной катастрофе. Так что хотелось бы узнать ваше мнение. Если у вас интересный материал на эту тему, бросайте в ваших комментариях, потому что, как я все это показал, есть ссылки на материалы будут в описании, я еще и добавлю их, чтобы вы сами могли перейти и убедиться, что подобные материалы существуют. Они не относятся к подделке, потому что содержат много информации, которая неизвестна современной науке, а в современном мире мы ее находим, что это действительно так, в том числе и Даария, в том числе множество античных городов погибших, та же долина пирамид императора в России. То есть все это подтверждается нашим днем. И все это огульно относить к подделкам я бы не стал. Я бы стал это изучать, что я предлагаю сделать другим исследователям. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах.
Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.